Есть множество легенд и преданий о старинных кладах, веками лежащих в Киевской земле. Существование одних историки могут подтвердить почти стопроцентно, а других говорят с сомнением. Украинская земля богата сокровищами. Ведь издавна по нашим краям проходили многочисленные торговые пути. Вот хотя бы знаменитый путь из Варяг в Греки. Жили на наших землях или находились в разное время скифы, готы, гунны, турки, татары, казаки. И все они оставили свой вклад в Украину в виде клада в земле. Свои сокровища закапывали торговцы, когда на них нападали разбойники. А еще клады появлялись во время войн. Люди спасали имущество, надеясь однажды вернуться за спрятанным. По мнению многих, самый легендарный клад Киева — Варяжский. Во времена Киевской Руси варяги обустроили в нашей столице базу, где грабили торговые суда, а похищенное золото и другие ценности прятали в одной из лаврских пещер, за что она получила название Варяжская. В этой же пещере, неподалеку от дальних пещер, жил монах Феодор. Именно он и добрался до сокровища. Известно об этом из книги XV века «Киево-Печерский потерик». О монахе Феодоре говорится в главе 33. «И вот увидел во сне Беса, светлого и прекрасного, словно ангела, который показывал ему сокровища в пещере». И много раз видение такое было Феодору. Прошло немало дней, пришел он на указанное место и начал копать, и нашел клад, золота и серебра множество и сосуды бесценные. Узнал об этом от добрых людей, князь Мстислав Святополкович, мягко начал давить, потом пытать Феодора. В конце концов монах от пыток умер. Однако немного раньше, если верить тому же Киево-Печерскому потерику, произошло следующее. Для найденного клада Феодор вырыл глубокую яму и, положив его туда, закопал. С тех пор и поныне никто не знает, где спрятан он. Среди древнерусских городов Киев занимает первое место по количеству найденных сокровищ. Кто их только не искал. Авантюристы, землевладельцы, казаки, купцы, князья. Целенаправленным поиском кладов занимался даже гетман Великого княжества Литовского Януш Радзивилл, который захватил Киев в 1651 году, выбив из него казаков. Немало среди киевских кладоискателей было старателей образованных. В народе их называли чернокнижниками, а созданные ими рукописи — призывными книгами. Там сообщалось, где искать или выявлять, призывать с помощью заклинаний сокровища, а еще как снимать наложенные на них заклятия. Первое из произведений киевских чернокнижников, дошедших до наших дней. Запорожская рукопись о кладах, изданная в Киеве в 1856 году известным писателем и историком Николаем Сементовским. Еще один известный памятник киевского чернокнижничества, так называемый «Список Лещинского», рукопись о кладах в Киеве и его окрестностях. Она была найдена среди бумаг профессора Алексея Ивановича Ставровского, после смерти которого опубликована в журнале «Киевская старина» в 1883 году в подразделе «Клады в пределах Киевской губернии». Да, так просто. Перечень адресов, где спрятаны сокровища в Киеве. Такое себе руководство к действию. Хватай лопату и вперед. Возьмем первый пункт. В Киеве, на Крещатике, в бывшем дворе Попова, под бревном и плодовым кустом зарыт котел денег. Это была усадьба на углу улицы Институтской. Идем искать. Ну, и где это бревно? Или такое под номером 4. На дальних пещерах под ясенем зарыто 1,5 ведра червонцев. Собственно, этот манускрипт из архива профессора Ставровского и дает нам представление об уже упомянутых призывных книгах. Впрочем, если бы не ходили по миру подобные книги, не охватила бы Киев с середины XIX века лихорадка поиска сокровищ, уж слишком похожая на психоз. Те люди явно были вовсе не романтиками, а коммерсантами, чаще напоминающими сегодняшних черных археологов. Продолжалось активное жилищное строительство, выравнивание улиц, засыпка оврагов. Большинство сокровищ, найденных в XIX веке, разворовывали сами рабочие землекопы. Похожая судьба постигла и самый большой киевский клад, найденный в 1842 году археологом-любителем, помещиком и отставным поручиком Александром Семеновичем Анненковым. По слухам, этот помещик был выслан из Курской губернии за жестокое обращение с крепостными крестьянами.
В 1821 году он прибыл в Киев на покаяние и начал скупать в начале улицы Владимирской свободные земельные участки для своей городской усадьбы от Андреевской церкви до улицы Большой Житомирской. Во время закладки фундамента хозяйского дома землекопы нашли клад, золотые сосуды и древние украшения. Однако находки Анненкова никем не контролировались. Короче говоря, он их скрывал. Поговаривали, через его руки прошло множество бесценных творений киевских ювелиров великокняжеских времен. В 1828 году, когда царица Александра Федоровна посещала Киев, Анненков преподнес ей золотое кольцо старинной работы с крупным бриллиантом. Однако отставной поручик совершал и добрые дела. Например, киевляне хвалили его за то, что 300 тысяч рублей он потратил на восстановление Десятинной церкви. В 1824 году сам участвовал в раскопках фундаментов старого Десятинного храма. А в 1828-1842 годах на средства Анненкова по проекту Василия Стасова на этом месте была возведена новая церковь. Анненков не был ни археологом, ни историком, но был азартным игроком. И много украшений продал на вес, как лом. Закончил он свою жизнь в тюрьме, куда попал за фабрикацию фальшивых ассигнаций. Почти весь анненковский клад исчез. Многое хранилось в его доме и было разворовано после смерти. Лишь небольшая часть попала в Британский музей. В 1889 году в центре Подола, на Нижнем Валу, нашли клад с польскими серебряными монетами начала XVII века. А на улице Рейтарской, в усадьбе Гребеновского, медный котелок XII века с серебром, монетами, браслетами, золотыми серьгами и кольцами. В том же году на Думской площади, ныне Майдан Независимости, после ливня на мостовой прохожие увидели россыпи старых монет. Собирали их горстями. Однако вскоре оказалось, что монеты российские нынешнего века. Просто раньше именно на этом месте был базар. Киевские старатели привлекли внимание искателей из других крупных городов. В 1885 году на страницах петербургских новостей вышла заметка иронического характера о кладоманах в Киеве и в Восточной Украине. В ней говорилось о том, что копают все, кому заблагорассудится. И одиночки, и артели, нанятые богачами, дилетантами в археологии. Одной из самых ярких киевских находок XIX века можно смело назвать обнаружение тайной лаврской сокровищницы, спрятанной еще во времена польских королей в 1638 годах. Существует предположение, что те, кто знал о ее местонахождении, погибли во время чумы. Но есть и другая версия. Это была сокровищница гетмана Мазепы. Сначала хранилась она в церкви над экономическими воротами, а после смерти гетмана ее якобы перепрятали. В 1898 во время ремонта в одной из церквей Лавры строители обнаружили скрытую нишу с монастырской казной. Было там 6184 золотые монеты общим весом 26 килограмм и 9895 серебряных весом 267 килограмм. Профессор Николай Иванович Петров, изучавший клад, писал о найденных 18 пудах золота и серебра. Монеты отправили в Эрмитаж, остальные Лавра продала с аукциона коллекционерам. Но множество киевских сокровищ так и не нашли. До сих пор неизвестно, где именно располагался великокняжеский Красный двор вблизи Выдубицкого монастыря, в котором долгое время находились со своими сокровищами великие князья. В смутные времена на Красный двор часто совершали набеги, а после смерти Юрия Долгорукова толпа разграбила и сожгла его палаты. Нападавшие ограничились тем, что нашли в комнатах, а до подземных хранилищ так и не добрались. Не удалось найти и княжеский двор под названием Рай, который, вероятнее всего, был расположен на одном из островов напротив Выдубицкого монастыря. Со временем Днепр изменил свое русло, а остров ушел под воду. После смерти князя Святослава Ярославича, сына Ярослава Мудрого, в 1076 году его жена Ода спрятала все свои сокровища где-то в центре Киева. Почти половина всех известных кладов найдена в городе Владимира, древнейшей части Киева, где сосредоточены были княжеские дворцы и боярские усадьбы.
Из 29 кладов, которые должны были быть на площади в 10 гектаров города Владимира, 16 найдены вокруг Десятинной церкви. До сих пор в лавре где-то спрятана рака Феодосия Печерского, одного из основателей Киево-Печерской лавры, о которой упоминается в Киево-Печерском патерике. На ее изготовление ушло 500 гривен серебра и злата 50 гривен. До 1240 года стояла она в Успенском соборе. Историк Дмитрий Яворницкий считал, что мятежный гетман Мазепа, спасаясь от войск Петра I после Полтавской битвы, бросил в Днепр сундук с золотом. В поисках этого клада были расчищены от завалов пещеры Кирилловского монастыря, но ничего. Но история поиска сокровищ в Киеве на этом не заканчивается. В 1922 году в лавре появились искатели новой эпохи — чекисты, с маузерами вместо лопат. И пользовались они не трудами чернокнижников, а научными книгами историка церкви, профессора Киевской духовной академии Федора Титова. В этих книгах было много фотографий церковных ценностей лавры. Пишет об этом другой профессор, Иван Никодимов, который в течение 1919-22 годов был юрисконсультом Киево-Печерской лавры и жил в ней. Из его книги «Достаточно вспомнить о щедрых дарах и пожертвованиях русских царей и цариц, бояр, князей, верующих богатых людей и так далее». Главные богатства были сосредоточены в ризнице при Великой Церкви. Это была самая богатая в мире ризница, самая ценная, как в смысле материальном, так и в религиозном и историческом. Конфискат из лавры вывозили грузовиками. Древние серебряные оклады утрамбовывали в кузовах сапогами. Некоторые вещи, имевшие несомненную историческую и художественную ценность, по требованию Академии наук были возвращены. К сожалению, многое, в частности крест Богдана Хмельницкого, было сильно повреждено и смято при погрузке на машину, поскольку драгоценный металл уминали ногами, чтобы компактнее нагрузить машину, продолжает Никодимов. Что можно здесь добавить? Нелегкое это дело. Иметь сокровища. Желающие найдутся всегда, и никто не знает, что у них на уме. А киевские клады прячутся себе где-то под землей и ждут, ждут, ждут. Если вам было интересно, поставьте лайк. Это помогает продвигать видео и мотивирует нас на новые исследования. Оставьте комментарий. Нравятся ли вам истории о поисках сокровищ? Может быть, вы тоже знаете подобные истории? Подписывайтесь на канал и включайте уведомления, чтобы не пропустить новые выпуски.